Ольга много лет жила в режиме выживания. Работа в косметической лаборатории Барселоны, долги, ипотека и муж-инвалид. Игорь, который после проблем со здоровьем перестал работать и все больше замыкался в себе. Все заботы легли на плечи Ольги. Его мать, сеньора Марта, считала, что невестка обязана полностью обеспечивать ее сына. Каждый год Ольга отправляла Игоря в санаторий по корпоративной путевке, которую ей предлагали за отличную работу. Она надеялась, что отдых поможет ему восстановиться, но ничего не менялось. Игорь возвращался раздраженным и снова ложился на диван, жалуясь на жизнь. Однажды начальник Ольги, Рауль Мендес, предложил ей командировку в Женеву на полгода с возможностью взять с собой дочь Милу. Это был шанс начать все заново. Но Ольга отказалась. Считала, что Игорь не справится один. Все изменилось случайно. Ольга прослушала голосовое сообщение на телефоне мужа, который он оставил на кухне. Там был откровенный разговор Игоря с его матерью. Он планировал пригласить к себе в квартиру другую женщину, некую Светлану, пока Ольга будет удобно работать за границей. Более того, из сообщений стало ясно, что инвалидность Игоря — фикция, оформленная по связям Марты. Он рассчитывал жить за счет Ольги и даже обсуждал, как подаст на алименты и отберет долю квартиры. Шокированная Ольга тут же позвонила Раулю и согласилась на командировку. Женевский этап стал поворотным. Новая работа, новая жизнь. Мила быстро адаптировалась, а Рауль оказался не просто хорошим начальником, а надежным человеком и настоящим партнером. Через 2 месяца он сделал Ольге предложение. Позже она подала на развод через адвоката. Когда Игорь начал претендовать на половину квартиры, юрист напомнил ему, что в случае суда придется проверять подлинность его инвалидности. Под нажимом матери Игорь отступил. Суд признал права на квартиру за Ольгой, так как все платежи по ипотеке оплачивала только она. Игорь остался ни с чем. Даже мать, поняв, что рискует, отвернулась от него. Он устроился на стройку, здоровье ухудшилось по-настоящему, а Ольга тем временем строила новое счастливое будущее в Женеве. Она больше не жила для других. Теперь только для себя и своей дочери. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.